Ребята, всем привет! Сегодня я буду собирать вот эту замечательную модель. Это эксклюзивная Tatra экскаватор, которую можно купить только в магазине «Модельная лавка». А по промокоду Даша вы получите скидку в 10%, а также по этому промокоду, если вы впервые на этом сайте, вы получите скидку в 200 рублей. Так что желаю вам удачи успеть купить этот эксклюзивный грузовик. Так что давайте посмотрим, что там внутри, и приступим. Поехали! Так, передо мной коробка, и на коробке очень характерный грузовичок. И тут есть пасхалочка, это президент Кеннеди. Но, к сожалению, моей эрудиции не хватает, чтобы понять, к чему бы эта отсылочка. А так, больше никаких примечательных пасхалочек тут нет. Давайте посмотрим дальше. И здесь обзор декали. Тут очень много шилдиков Tatra, а также есть два варианта исполнения машины. Это советский, вот этот, и российский вариант. 38-й регион, что-то я не помню, какой это регион по названию. Так что, если вы помните, напишите об этом в комментариях. Также есть приборная панель и также технические надписи для экскаватора. Итак, сзади можно тоже посмотреть. Здесь тоже разные татры. Кстати, у меня есть набор вот этой самосвальной татры. И, наверное, я ее тоже соберу на канал, но чуть позже. Но слишком много татр подряд, это тоже не очень интересно. Так, что, вскрываем? Так, и в начале инструкция. Инструкция довольно толстенькая. Состоит она из листиков, как бы это ни странно не звучало. Так вот, тут все по классике, расположение деталей на литничках. Металлическая рама, и не только. Так, вот и начинается сборка. Сборка начинается с кабины. Мне, кстати, этот вариант нравится больше всего. Кабина, колеса, двигатель. И, я так понимаю, начинается сборка. А вот сама рама и всех ее обвесов, ковш для экскаватора. И вот сам, видимо, сама надстройка. Ну что, здорово. Мне кажется, будет модель такой средней сложности. Ну, можно сказать, что даже и сложная модель, судя по сборке. Ну, по крайней мере, она займет не один мой вечер. Эта сборка, а так очень даже интересно. И главное, какая масштабная получится модель. Итак, приступаем к обзору литников. Итак, приступаю к обзору литничков. И первый, который тут мне попался, это литник с надстройкой. Тут все, как всегда, по классике. Для ВД литник в пакете. И в пакете, помимо литника, еще куча разбросанных деталей. Это, видимо, такой фирменный стиль АВД. Но я уже привыкла к этому. И, в принципе, меня это не расстраивает. Ну, конечно, уже хотелось бы для простоты и убыстрения сборки иметь как минимум надписи и номерки деталей. Так вот. Такие детальки. В принципе, неплохо детализированные. Вот ковш, он пластиковый. Так, все супер. Давайте дальше. Так, опять разбросанные детали. Но я думаю, я не буду открывать этот пакет. Тут слишком много разбросанных деталей. Я уж точно их потеряю. Так, дальше тоже части из надстройки. Все как всегда. Надеюсь, ничего лишнего и ничего потерянного нет. Так, хотя... Вот, наверное, это самая интересная деталь. Это детали металлические. И это вот металлическая рама. Видите, она очень необычного
дизайна, а точнее необычной конструкции. Она очень необычная конструкция. Ее называют хребтовой рамой. И видите, тут по сути стержень основной, сердцевина, и от этой сердцевины расходятся мосты. Ну что, очень здорово. У меня еще такой в сборке не было. Я думаю, это довольно интересный объект. И, может быть, я поподробнее расскажу вам во время сборки об ее конструкции. Потому что это тоже такой не очень типичный элемент конструкции машины. Так, ну и сама кабина. Она тоже металлическая. Вот так она выглядит. Надпись Татра придется делать декалями, что в принципе тоже неплохо. Даже, наверное, лучше, потому что четче будут буквы, чем прорисованные. Ну что, очень даже неплохо, такая тоненькая. Мне кажется, раньше были немножко толще эти детали. Но это мое субъективное мнение. Ну, значит, более масштабно и, наверное, дешевле производителю. Вот. Если вот здесь вот какой-то дефект, но я думаю, его можно скрыть или зашпаклевать. Посмотрю в процессе сборки. Так, ну и еще довольно интересный объект коробки — это шины. Так, надеюсь, я их не потеряю. А шины очень классно детализированы. У них очень хороший протектор, но есть небольшой шов, который надо будет стесать об напильник или об наждачную бумагу. И тут есть фирма Кама и еще какие-то надписи. Причем с двух сторон. Ну что, здорово. И они универсальные, то есть, я так понимаю, нет направления у протектора, что тоже, в принципе, упрощает работу с моделью. Не нужно лишний раз заморачиваться об этом. Так, и какие еще тут интересные детали? Остекление. Кстати, остекления тут довольно много. Нетипично. Ну, потому что настройка имеет очень много стекол. Вот. Открывать не буду. Вижу, что они тоже разбросаны, как всегда. И тут дефектов и не видно на них. Класс. Так, ну, винтики, шпунтики. Я не знаю, мне очень редко пригождаются в сборке все эти винтики. Практически никогда. А это, обратите внимание, металлический шток. Шток для поднятия экскаваторной части. Надеюсь, он будет в рабочем положении. Его можно будет на модели поставить в разных вариантах. Вот. И также тут есть опять наклеечка для зеркал заднего вида. Ну и так как тут рама сделана в таком виде, то и нету, соответственно, как обычно кладет АВД, таких мостов в виде палочек металлических для колес. Собственно, и все. Это, видимо... видите, в этом конвертике, если посмотреть на свет, лежат дворники, сделанные методом фототравления. Они выпадают. Но, кстати, упаковка этой модели мне нравится больше, чем когда они лежат вместе с винтиками, и часто они деформируются. Ну и, собственно, декаль. Опять белое на белом, но к этому надо привыкнуть. Но я не хочу к этому привыкать. Надеюсь, АВД с этим как-нибудь справится. И так здорово. Модель мне очень нравится, так что сейчас я приступаю к ее сборке. Это видео будет посвящено исключительно сборке Татры, и это непростая модель от АВД. Она отличается от своих собратьев сложностью. У нее очень много деталей, и за один вечер ее очень сложно собрать. Кстати, мне на сборку потребовалось 3 вечера, это если подряд где-то 6-7 часов. Поскольку это очень редкий набор и мало кто из моделистов к нему прикасался, то я думаю, что я максимально подробно покажу вам сборку этой уникальной модели и заодно расскажу, какой инструмент я использую в работе.
В основном я использую инструменты от фирмы Machete. Это недорогие и за свои деньги вполне себе качественные инструменты. Конечно, можно найти наиболее крутой инструментарий, но, во-первых, он будет стоить намного дороже, а во-вторых, для моделизма они, скорее всего, будут избыточны. Так что Machete, по моему мнению, это золотая середина для моделиста. А купить весь инструмент от Machete вы можете в магазине «Модельная лавка». Ссылка в описании. И не забудьте применить промокоды при оформлении заказа. Это вам сэкономит немножко денежек. Кстати, если вы не подписаны на мой канал, то очень прошу это сделать, это очень важно для меня. И плюс это способствует продвижению моделизма в массы. А если вы уже подписаны, то с вас лайк. Для работы со сборными моделями от ТВД вам потребуются бокорезы для отделения деталей от литника, надфили для зачистки деталей от литьевых дефектов. Также очень рекомендую использовать наждачные губки. С их помощью можно деликатно обрабатывать тонкие детали. Обязательно вам понадобится острый нож, тоже для зачистки деталей от литьевых швов, пинцеты, чтобы уменьшить толщину ваших пальчиков для удачного захвата мелких деталей. У АВД в наборах редко встречаются такие детали, а вот в наборах от Звезды таковых может быть очень много. Коврик для моделизма – это уже по желанию, он вообще не обязателен, особенно если вы собираете наборы из коробок. Но на нем очень удобно резать пластик, не боясь повредить мебель. Плюс я на нем часто крашу, тоже защищаю стол от лишних узоров. Клей. Клей для модели от АВД – это отдельный разговор. Пластик у АВД необычный, и он отличается от такового у моделей, например, от Звезды или от других производителей. Это АБС-пластик. Такой пластик используется при производстве коробок для CD-дисков. У него немного другие свойства, и он более гладкий, так что приклеить две детали друг к другу будет довольно сложно. Можно для этих целей использовать суперклей, но тогда у вас не будет шансов на ошибку. Так что для приклеивания я использую специальный клей для АБС-пластика. Его производят такие фирмы, как Tamiya или Major Models. Кстати, если вы захотите приобрести настоящую Татру золотую ручку, то вам потребуется всего 1 800 000 рублей. Но большинство Татр на досках объявлений продаются под запчасти, так что уже к нашему времени они выработали свой ресурс. Экскаваторы с телескопической стрелкой или экскаваторы-планировщики, изобретенные американцами в 1940-е годы, и занимают они сравнительно небольшую долю рынка строительной техники. Обычных универсальных одноковшевых экскаваторов выпускают на порядки больше. Причем планировщиками занимаются специализированные фирмы. Техники такого типа нет ни одной ведущей машиностроительной компании. Экскаватор-планировщик, несмотря на уникальные свойства, был и остается нишевым продуктом. В СССР мобильные экскаваторы на шасси автомобиля были только в ведомстве вооруженных сил. Поставщиком такой техники был единственный автозавод города Кременчуга – КРАС. Министерство обороны Советского Союза было монополистом экскаваторов. В 60-е годы предпринимали попытки разработать и запустить в производство экскаваторы-планировщики на автомобильных и колесных шасси. В 1970-е эти попытки увенчались успехом. Несколько моделей запустили в производство, но подлинная мода на экскаваторы-планировщики пришла вместе с чехословацкими машинами ЮДС на шасси Татра. Предприятие «Подполянские строярни» города Детва было основано в 1965 году в Чехословакии для выпуска различных машин и механизмов строительного назначения. С 1969 года на нем был начат выпуск экскаваторов на автошасси Татра-138 с механическим приводом рабочих механизмов. Экскаваторы с гидравлическим приводом разрабатывались по оригинальной конструкции американских экскаваторов Грейдл, одним из мировых лидеров и родоначальников в производстве экскаваторов с телескопической стрелкой, выдвижной рукоятью и ротатором ковша. Унифицированная экскаваторная автономная установка предназначалась для монтажа на разный тип шасси – на гусеничное, пневмоколесное и автомобильное. Опытный образец экскаватора на автомобильном шасси проходил испытания под маркой UDS-080 – универсальная отделочная машина. Благодаря телескопической стрелке он мог копать и планировать. При этом ротатор позволял работать как прямой, так и обратной лопатой.
Гидросистема экскаваторной установки приводилась в действие от отдельного тракторного двигателя Зеттер с водяным охлаждением, установленным на поворотной платформе. Прямая телескопическая стрела с механизмом вращения ковша позволяет легко и быстро планировать откосы. Благодаря этому основному свойству экскаваторы и получили свое название «планировщик». Экскаватор-планировщик обычно монтируют на автомобильное шасси, что определило второе его основное свойство – мобильность, особо востребованную в наших просторах. Мобильность вполне компенсирует высокое расположение экскаваторной установки, по причине чего и уменьшается такой параметр, как глубина копания. Экскаватор-планировщик, например, в отличие от обычного экскаватора, может подкапываться под фундамент, под трубу, под завал, что и определило его востребованность у столпов отечественной экономики, газовиков, нефтяников и МЧС. Дополнительное удобство и скорость в работе дает система управления шасси из кабины экскаваторщика. Но для массовых земляных работ экскаватор-планировщик не очень удобен. С начала 80-х годов экскаваторы ЮДС начали поставлять в СССР в количестве 600 единиц в год. В строительной среде за свою универсальность машина получила собственное название – «Золотая ручка». Самосвалы «Татра» пользовались у строителей заслуженным уважением за высокую проходимость и комфортабельную кабину, выгодно отличавшую их от изделий Камского и Минского завода. А многофункциональный, надежный и эстетичный экскаватор-планировщик ЮДС на замечательном шасси вообще был мечтой любой строительной организации. В нашей стране производство аналогичных машин было освоено только в конце 90-х годов прошлого века. После разделения Чехии и Словакии уже словацкий завод экскаваторов стал продолжать работать и остается ведущим поставщиком экскаваторов-планировщиков на российский рынок, занимая половину этого сегмента. Экскаваторы ЮДС также могут устанавливаться и на другие грузовые шасси, такие как МАН, Мерседес-Бенц, Рено, КамАЗ, КРАС, Урал. Экскаваторы-планировщики применяются при возведении откосов, канав и насыпей, но также могут использоваться и в качестве обычного экскаватора для рытья ям. Применяется при стесненных по высоте условиях. Кроме того, экскаватор удобно использовать в качестве крановой установки для подъема и перемещения грузов. Возможности планировщика расширяются сменными навесными орудиями, такие как ковши различного профиля и вместимости, грейферный захват, бульдозерный отвал, рыхлитель, грузовой крюк, виброплита, гидромолот, гидроножница, буровая штанга, ну и другие подобные.
И вот такая у меня получилась сборка. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Впереди меня ждет окраска этой модели, только я вот никак не могу определиться с цветом. Может быть, вы мне подскажете в комментариях? Есть вариант окрасить модель в стандартную схему. Красная кабина, желтая надстройка. Или же в желтый цвет, как у аварийной службы. Или, может быть, как у электромонтажной компании. Не знаю. А я пока пошла готовиться к окраске Татры, так что до новых встреч. Пока-пока.